Всем привет! Вы смотрите программу «Иллюминаторы». С вами Николай Терешкин и Евгений Индимажаев. Смотрите в этом выпуске. Первый российский турнир по настольной игре X-Wing. Очередная, как всегда, грандиозная коллекция. Handmade. Сборка светового меча из оригинальных деталей. Ну и, конечно же, наша постоянная рубрика «Вопросы и ответы с призами». Мы находимся в Москве, и сегодня в игровом клубе пройдет первый российский турнир по новой совершенно миниатюрной игре Star Wars X-Wing Game. И сейчас мои друзья Костя и Женя представят вам эту игру. В Москве мы проводим первый российский релиз этой игры. Турнир будет проходить по системе «Все получат стартовый набор» и будут играть или двумя тишками, или же одним аристократом. Здесь все будут играть люди, которые до этого, грубо говоря, видели только, как другие люди играют. То есть у них нету собственного набора. И поэтому сегодня они получают свой первый стартер и начинают играть только тем, что находится в этом самом стартере. В коробке представлены 3 корабля. 2 из них это имперские TIE Fighter'ы и один X-Wing, повстанческий корабль. Изначально мы видим, что по балансу у нас X-Wing он представлен как наиболее мощный корабль, то есть он один против двоих. С того времени, как игра вообще увидел свет, да, с августа 2012 года, вышло множество дополнений. Это TIE Advance, на котором летал Дарт Вейдер в 4-м эпизоде. Это U-Wing, это костыль, всем известный, да, I-Wing и D-прихватчик. И также всем известные корабли, которые появились совсем недавно, это Сокол и Раб-1 Боба Фетт. Пока участники открывают свои наборы и готовятся к турниру, мы с Константином поговорим непосредственно о миниатюрах, о их качестве исполнения. Костя, вот я так понимаю, что они разбираются у нас, да, снимаются с этих своих стендов. В принципе, при таких миниатюрных размерах очень высокое качество детализации и точность деталей. И я как вот заметил, не знаю, подтверди, может быть, я не совсем прав, они в одном масштабе выполнены. То есть Сокол реально по соотношению к X-Wing примерно таким ведь должен быть. Да, на самом деле миниатюры прям очень точный масштаб. Если вы посмотрите с A-Wing, они примерно в таком и есть масштабе. То есть Сокол, X-Wing, они соблюдены полностью. Как игра, понятно, мы сегодня еще посмотрим непосредственно, как народ играет, а вообще это может же быть и тоже предметом коллекционирования. Человек может купить просто ради именно исполнения высокой точности в деталях этих космических корабликов, и по возможности даже, может быть, потом начать играть. Но это же неплохо будет и на полочке смотреться. Да, они очень красиво смотрятся. Если мы посмотрим, допустим, на тот же Сокол или Раб-1, да. Я возьму, а можно я конечно, вот сниму со стенда? Да. Вот, они так прикрепляются плотненько. Здесь даже двигается антенна. И помимо того, что можно было бы просто играть в эту игру, это станет отличным дополнением к любой коллекции, просто поставить на полку, потому что здесь не видно никаких швов, да, и как исполнен корабль, но видно при этом вот выхлопы, то есть тут все Покрас тоже хороший. Каждая деталь, она не упущена, то есть здесь вот очень много моментов таких. Если взять, например, X-Wing, то его плоскости уже в боевом режиме можно даже заметить, что между ними как бы находятся вот некоторые детали проработаны в самих плоскостях. Угу. Ашка, например, самый миниатюрный корабль, но при этом у нее вот все моменты, они проработаны. То есть двигатели, особенно вот в качестве, мне кажется, у них двигатели хорошо получаются. Те же лопасти у Дишки сделаны качественно, хорошо, то есть... И при этом тоже такие тонкие, вроде да, выглядят да. невероятно хрупко. Но при этом держатся, и да, их сломать, мне кажется, нужно постараться, чтобы их сломать. Или быть очень сильно неаккуратным. Качество удивительное. Давай, наконец, посмотрим, так ли они хороши в действии непосредственно в игре, как они вот выглядят на самом деле сейчас. Конечно. Это абсолютно новая игровая механика? Да. Или она основана на какой-то другой игре похожего плана? На самом деле, мне кажется, что это что-то новое, потому что ранее я не видел, вот, чтобы механика реализовывалась именно так. Да. И попадание. Пока игроки продолжают играть, у нас уже есть один победитель. Я так понимаю, что ты прошел в полуфинал или в финал? Я просто пока у меня есть одна победа. Вот, мы сейчас, я так понимаю, будем просто играть, а потом смотреть, у кого побед больше. Ну, вы довольно быстро отгоняли эту партию. Да, довольно быстро, мне как повезло.
противник сделал неверный маневр в начале, и я смог уничтожить его один истребитель. Ну а поскольку у повстанцев качество лучше, второй истребитель уничтожить не составило труда. Здорово, я хочу тебя поздравить с твоей маленькой Спасибо. первой победой и пожелать тебе удачи там в будущем. Всем очень нравится эта игра. Я думаю, что нашим зрителям тоже надо хотя бы разочек попробовать, ознакомиться с ее правилами, и, возможно, им тоже понравится, захочется играть, покупать дополнения и участвовать в дальнейших турнирах. Сегодня мы в гостях у Петра, АК Восточный, мой хороший давнишний знакомый, и он собирает «Звездные войны» тоже уже очень давно. Менялись фигурками, что-то ты мне подгонял, что-то я тебе подгонял, но вот я здесь сам впервые сегодня, и меня это очень, конечно, поразило, потому что то, как у тебя все организовано, это просто потрясающе. Я думаю, зрителям будет интересно все это увидеть, посмотреть. Сейчас мы стоим у центральной, как я понимаю, полочки в твоей коллекции, где представлена твоя любимая тема, да, империя, имперские офицеры, имперские генералы, адмиралы и часть клонов, да? Эволюция. У тебя много повторяющихся штурмовиков, и держишь ты их для количества, для массовости, чтобы это действительно было похоже на армию. Это вот, я так понимаю, этот самый, главный в Джокер Джокер Сквад. Сквад, да. У тебя здесь есть Джокер Да, Сквад? но они все, ну ты попробуй угадай, кто это. Высший офицерский состав империи, да, со звезды смерти. Илариан, Таркин, Монти. Плюс, соответственно, у нас здесь Максимилиан Вирс, адмирал Озель, ну и Траун в центре. Сейчас мы обсудим вот этот стеллаж. Это совершенно замечательная тема по сравнению с, например, предыдущей коллекцией грандиозной, которую вы видели у Георгия Кукушадзе. Здесь у Петра, у него все очень четко расформировано на отдельные темы. И я его прекрасно понимаю, это правильно, так и надо. Да? У нас здесь есть, соответственно, дворец Джаббы Хатта представлен со всеми его там прихвостнями, помощниками. Ниже Кантина. Здесь кусочек Татуина, реально, да, очень красиво. У тебя, я так понимаю, есть желание вот собрать действительно полностью персонажа? Да, всех осталось Кантин? добить не так много, но самое сложное это когда остается там 2-3 фигурки, и тебе их надо как-то выводить, если они тем более редкие. А вообще планируешь, например, вот дворец Джаббы Хатта как-то еще расширить на 2 этажа, чтобы еще и Да, анкор был? придите вы года на 2 пораньше, вы бы это даже увидели. У тебя много просто каких-то моделей из разных совершенно, я смотрю, серий, да? То есть я вижу тут микромашинки, я вижу тут галлобовский экшн-флит, крупные модели, да, Ревел. Ревел у меня полностью собран. Хочется сейчас поподробнее еще действительно поговорить про Action Fleet, довольно известная в узких кругах серия космической техники, в основном по оригинальной трилогии, да, прелесть которой заключается в том, что она совершенно не в масштабе, но у нее все обычно открывается, туда можно посмотреть в кабинку, там посадить человечков, да, давай вот для примера бы хотел на самом деле показать зрителям, да, например, тысячелетний сокол. У нас здесь открывается кабина, туда можно посадить Хана Соло. И помимо этого еще сзади открывается вот так. И вот здесь есть потайной отсек контрабандный, да. И, наверное, здесь еще что-нибудь еще может быть. Кающийся под ноги. Да, ну да, ага. Вот, то есть, с одной стороны, почти модель, но более игрушка. Да. Эта полка Expanded Universe, это, наверное, одна из моих в «Звездных войнах» любимых тем. Это мой самый любимый персонаж вообще вселенной. И поэтому эта фигурка, когда мне было, наверное, лет 8, я поиграл в первый Jedi Outcast, я просто мечтал, чтобы я мог получить такую фигурку. Я даже не знал, что вообще бывают фигурки «Звездные войны» там, да? Неплохо тоже наследие, серия комиксов, да, Дарт Теллан, Кейт Скайуокер, Имперские рыцари. Здесь у тебя очень неплохо выставлены корабли к фигуркам, да, и действительно очень наглядно, красиво. Значит, у нас полочка кораблик и тематическая подборка пилотов, Кто там да? должен быть? Очень правильно. Расскажи, например, я так понимаю, что это Power of the Force должен быть, старая серия, Да, это Power of the 96-го Force, года. это мой, наверное, любимый корабль. И Y-Wing, одна ракета у него снята, значит он не влезает. Поркинс толстячок и, в общем-то, ребята в оранжевом. Очень достойный сноуспидер. Сейчас мы поближе посмотрим на один уголок. Сверху, вы видите 3 больших катабуки. Потом идут, скажем так, разнообразные вещи. Концепты вот в той части, да. Это Clone Wars, это классика и это приквелы. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Это так называемый известный BMF. Это не то, что вы подумали, это Big Millennium Falcon. Соответственно, здесь есть кабинная подсветка и звук заводящегося движка. Сиденья крутятся, поворачиваются. Сюда можно действительно 4 фигурки Да, посадить, можно посадить совершенно спокойно. Подцепил. О, господи.
сколько тут всего. Здесь вы можете увидеть, в общем-то, все, что надо контрабандисту. Не один потайной открывающийся люк, в котором можно прятать, опять же, фигурки, которые Стул для игры скрываются. в Дежерик. Тоже голографический, тоже подсвечивается. И Чубака даже с вами говорит. Ну и, в общем-то, все, что надо. Здесь открывающийся люк, там можно что-то тоже запихать. Здесь электроника. Могу для масштаба показать, как хозяин корабля тут выглядит. Вот такой. Интересная вещь еще здесь. То, чего никогда, конечно же, не было в Фолконе. Это вылетающая спасательная капсула. Скейпбот. И тоже для фигурки, да? Тоже для фигурки, но, к сожалению, друзей придется бросить, спасибо, только один. Пушки. Все как положено. Здесь есть всевозможные торпеды, стреляющие, все, что любят дети. Не очень понятно, да? Вроде как бы он довольно действительно большой. В общем, это не детская игрушка изначально. Мне Это скорее как кажется, плейсет, который стационарный, либо, конечно. соответственно... Ну и позиционируется он, наверное, больше как такой объект гик, как бы культуры, скорее уже для взрослых коллекционеров, чем для детей. Петр, поговорим об имперских корабликах. Ну да, у нас их там целая полка какая. Это вы видите, пусть новый, но хорошо забытый старый кеннеровский с маленькими уродливыми крыльями. И фактически то же самое. Кабина-то абсолютно Та же кабина, да, ничего не отличается. измененная. Но это полномасштабные крылья. Ну что ж, давай поговорим, что у нас там вообще есть. ТСТ, тоже новенький, свеженький, последний. Перехватчик и вейдеровский. Еще парочка там спидербайков. Ну это да, тут небольшой филиал клонов. Здесь полка с астромефами, это гордость коллекции. Маленький, хорошенький, кругленький робот. Бивинг. Тоже новый. Что у него тут двигается? Ну, двигается здесь, я сам, кстати, не разобрался, но ко мне не так давно приехал. Здесь вот эта крутилочка двигателя раскрывает крылья, кабина, обратите внимание, имеет противовес, и она всегда будет находиться, как и в фильме, должна была находиться При по повороте площади, смене по дирекции. плоскости, да. Но он большой, и его сложно хранить в коллекции. Жемчужина коллекции. Формат 1:6. Да, ну это вообще без комментариев. Я бы хотел, конечно, к нему трон, но пока трона нету. А Бен это как раз тоже сайт-шоу. Он очень Ксюша качественный. подарила. Просто видно, насколько разница Да, большая нет, между конечно, разница, проработанности рук, лиц. И лицо, на удивление, все-таки похоже. А есть еще, может быть, что-то такое, что бы ты хотел показать? Есть одна вещь, это Боба Фетт винтажный, как видите, упаковка. И это 79-й год, на мой взгляд, это представляет определенную ценность. Мы остаемся здесь же, однако сейчас у нас начинается рубрика Handmade, потому что у Петра есть одна офигенная вещь, которую он хочет с нами поделиться. Для меня Оби-Ван Кеноби всегда был самым, наверное, любимым персонажем. Старый Бен именно. Старый Бен, конечно, не комнат. И поэтому для меня его меч всегда был, ну, как бы концептом научно-фантастического оружия. Но мне не хотелось просто купить готовый меч, там, да, мастер репликас или еще что-то. И поэтому я решил задаться целью узнать, из чего он был собран. И Оригинально для оригинальный, съемок. да, подбирал детали, искал их в интернете и так далее. Я вам прямо сейчас покажу, как у меня это собирается, как это выглядит. Собственно, детали эти, да, крашеные, то есть это еще не окончательный вариант, который будет дальше, но это вот то, что у нас как бы есть сейчас. Годный образец меча Оби-Вана Кеноби. Довольно ощутимо весит. А это вот это, собственно, знаменитая как Это раз и есть, деталь да, знаменитая графлексовская зажим для вспышки. Ну, для и старых фотоаппаратов. И это действительно именно оригинальная это деталь. именно оригинальная То есть вот деталь. этой детали Да, там это- лет это не- 40-50. Ну, она будет даже, да, 20-х или 30-х годов эти фотоаппараты. Мгм. Это оригинальная деталь. Дальше, когда я понял, что да, я хочу продолжать, я стал заказывать детали уже как бы настоящие, аутентичные. Вот это точная копия гранаты подствольной британской, которая использовалась во время Второй мировой войны. Вот это, я так понимаю, пластик. Это пластиковая копия, и этот лот я тогда выиграл на eBay там, с еще кучей другого барахла. А эта деталь, это был бустер, это был пламя-гаситель у машингана, тоже тех же времен. Вот Пулемет здесь был британский ствол. тоже какой-то, да? Точно не помню. По-моему, да. Вот эта деталь была... Погоди, это вот это вот. Это вот эта деталь, это вот эта деталь. Мгм, мгм. Вот. А это, значит, эта деталь тоже, она композитная, да, и эта деталь тоже точно такая, как она была, как она должна быть.
Когда В он принципе, будет сейчас светить. эти детали, вот эти вот металлические, да, не соединить с вот этой частью. Пока. Можно соединить, но да, скажем так, сейчас я вам это не смогу показать. Мгм, мгм. Но в ближайшее время я надеюсь, что... Хорошо, а вот эта часть, кстати, вот у тебя здесь Эта она не часть, представлена? да, эту часть как раз ко мне сейчас поедет. Эта часть, это был просто-напросто кран для холодной воды. В смысле, кран букса, да, с этого... Да, да, вот Господи. это был обычный, и, собственно, я нашел, где купить именно эту деталь, именно, точнее, скажем так, именно этот кран тех времен. То есть, такой же, как они используют. Как все просто в фантастике Ну, оказывается. конечно, в этом-то вся и прелесть. Handmade. Шикарная коллекция и совершенно потрясающий меч. Я думаю, что нам пора уже переходить к рубрике «Вопрос-ответ». Григорий Кузнецов спрашивает: уважаемые Евгений и Николай, как вы относитесь к расширенной вселенной? Не считаете ли вы, что комиксы, мультики и так далее губят основной канон? Лично я отношусь к расширенной вселенной крайне положительно. Все замечательно в целом. Происходят некоторые противоречия, да, они бывают, потому что вселенная развивается нелинейно. Именно поэтому появляется такое явление, как редкон. Редкон — это когда современный источник информации, фильм, книга, комикс или эпизод мультипликационного сериала, дополняет, поясняет, либо видоизменяет более ранее появившуюся историю. Специальное отделение Lucas Licensing следит за тем, чтобы эти книги и комиксы и все остальное друг другу не противоречили по возможности, а были связаны в одну большую историю. Дмитрий Садлинский спрашивает: был ли Квай-Гон Джинн первым, кто научился являться в виде призрака силы? Старинный друг к бессмертию путь сумел открыть. Тот, кто из иного мира силы возвратился, учитель бывший ваш. Отвечая на вопрос, конечно, еще до Квай-Гона древние джедаи знали эту технику, но со временем она затерялась. Более того, древние ситхи тоже знали схожую технику. Сид Экзаркан смог заключить душу свою в руины древнего храма Масаси на Явине. Они не вливались в силу, но они могли прятать часть своей души в каких-то материальных объектах. Ну, как, например, в Галакрон, да? Фридон Нат запрятал свою душу в Галакрон. Или как Крестражи в Гарри Поттере. Сергей Сопко спрашивает: у меня довольно странный вопрос, но... Когда был в процессе выполнения 66-й приказ, когда показывали Йоду, он что, ел или пил? Неважно. После того, как он попробовал, он как бы отравился, ему стало плохо. Но тут пришли за ним, по его душу. Вопрос, что это было? Отрава, непонятная задумка режиссера или что-то еще? Я даже не знаю, что сказать. Я слабо себе представляю, как можно эту сцену вот так вот понять. Я тоже. Следующий вопрос у нас задает Артем Спиваченко. Кстати, очень интересный вопрос, Николай. Меня всегда интересовал такой персонаж, как Макс Рэба, похожий на синего слона. Еще давно я узнал, что он не имеет рук и играет на своем пианино ногами. Также это показано в концептах Рэба на его макете, созданном Филом Тикпетом. Он играл ногами, которые росли у него из тех мест, откуда обычно растут руки. Почему же у этого персонажа задумка изначальная была такая, но все дальнейшие арты этих арт-талантов показаны как двухногий, двухрукий. И в памперсах. Действительно, на изначальной модели Макса Рэба у него из плеч росли ноги, но так как актеры управляли этими ногами с помощью своих рук, то эти ноги вывернулись как руки и стали похожи на руки. А так как за его музыкальным инструментом совершенно не видно, есть у него ноги или нет, то художники, которые делали игрушки, дальнейшие арты, просто как-то вот выпустили эту информацию, упустили из виду ранние концепты и нарисовали его, как будто там прятались ноги. Ну что ж, Николай, какой вопрос, по твоему мнению, достоин приза из тех, что мы сегодня осветили? По-моему, самый классный вопрос — это вопрос про Макса Рэба. И Артем Спиваченко Получает фигурку Люка Скайуокера. Это фигурка серии Кедр 96-го года. Да, Инди очень ее хочет. Нет, вообще-то у меня такая есть, но у меня открытая и без пушечки. Ну а кроме того, конечно, нас очень повеселил вопрос про то, с чего же объелся Мастер Йода, что ему стало плохо, когда клоны убивали всех джедаев. Ты знаешь, это будет неплохой, даже может быть в какой-то степени традицией, если мы изредка будем какие-то самые смешные, веселые вопросы награждать тоже некоторым веселым призом, но на тему Звездных войн, конечно. Конечно. И
Сергей Садко получит от нашей программы фигурку Джаджа Бинкса. У нас нет ее с собой в студии, Мне были готовы к этому вопросу. вот, но это будет специальный приз на сегодняшний выпуск. Ну что же, мы надеемся, что за сегодня вы узнали много нового интересного, потому что мы лично при подготовке к выпуску прочитали очень много информации. Ребята, подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте обязательно в нашу группу ВКонтакте СВ Видео. Ставьте лайки, делайте репосты, приглашайте своих друзей, участвуйте в нашем конкурсе на лучший вопрос. И более того, в ближайшее время мы запустим еще несколько конкурсов с большим призом. И да пребудет с вами великая сила! И теплое лето.